Привет, друзья! У нас дождливая неделя, поэтому по чуть-чуть серфим. Не каждый день, но по чуть-чуть серфим. И так как все заведения закрыты уже давно, у нас очень давно не было сальса-вечеринки. И один из друзей, которого зовут Роберт, предложил сделать вечеринку у него на крыше. Вот, собственно, это сегодня. На улице идет дождь. Крыша у него не накрыта, но зато у нас бассейном. Поэтому мы по-любому будем мокрые, значит вечеринки быть. Вот. Едем туда, там каждый возьмет с собой какую-то еду интересную, домашнюю. Поэтому это будет сальса-вечеринка на крыше с бассейном и с домашней едой. Я вообще не помню, когда последний раз столько классных слов употреблял в одном предложении. Поэтому едем туда. Хоть я сегодня в таком немножко одиноком настроении, скажем так. Но посмотрим, что будет. Думаю, мы повеселимся. Our wonderful speaker. Our wonderful David and Rob. Yeah, girl, do preparation. Oh no. Have some food for it. Yeah, let's make a party. But he's struggling. he's got a happy smile, but he's struggling. Привет, друзья! Башкой бахнулся от борт. В общем, вечеринка вчера просто получилось топчик. Ничего заранее не планировали, просто с ребятами решили собраться, потому что давно не танцевали. Один предложил любезно его крышу с бассейном у него в апартаментах. Вот, собрали домашней еды, собрали самых прикольных людей, повеселились на славу, покупались вообще от души. Спонтанные вечеринки, вообще спонтанные поездки у меня всегда самые четкие. Спонтанные рыбалки. Вот спонтанные рыбалки, когда я беру, даже не смотрю, какие снасти у меня есть. Обычно я там готовлю всякие каши, снасти, вяжу там все. Но рыбалки, когда я просто, несмотря, кидаю все снасти в багажник, какие есть, просто еду, где-то там что-то беру, каких-то червей, просто еду с друзьями отдохнуть, и она получается самая уловистая. Это самая классная поездка спонтанная, которая у меня была. Это я пару лет назад пришел на вокзал зимой, 14 января, по-моему, около этих дат. Пришел на вокзал зимой просто проводить друга в поездку и забрать у него флешку. Вот. И тут мне провожатый группы ихний гид говорит, что у них есть место со скидкой 50% на 5 дней в Карпаты. Я такой, Короче, они мне за 15 минут уломали поехать. Я был просто без ничего, просто с портфелем, с деньгами и все, в обычной одежде. И они мне уломали поехать в Карпаты на 5 дней, короче, праздновать с ними Старый Новый год и кататься на сноуборде. Вот. Абсолютно. Я там знал одного паренька только. Ну и компанию, которая это организовывала, это были клуб авантюристов. Вот. Я познакомился с новыми людьми, и они меня полностью одели для покатушек на сноуборде. Полностью. У кого-то там были запасные перчатки, у кого-то запасные штаны, у кого-то там запасная флиска, смена. Ну, естественно, все чистое. Вот. И, короче, я вот так вот поехал на 5 дней катосить в Карпаты вообще без ничего. После этого случая я не боюсь вообще что-то забыть дома, чего-то не взять, потому что я понимаю, что купить можно все. Так же самое позапрошлом году собирался в Таиланд. Это была моя первая вообще самостоятельная поездка куда-то за границу.
И я спросил у друга, а что мне взять с собой? Он говорит, да, я не знаю, ты все, в принципе, все можешь. Ну, он шутя просто сказал. Это ребята, которые громаковские, помогали людям перезимовать в Таиланде, поехать туда, в общем, показывали все. Я говорю, что взять с собой? Он говорит, да, я не знаю, ты, в принципе, все можешь там купить. Я говорю, окей. Взял пару шорт, пару футболок, ну, естественно, ноутбук с собой и поехал. С одним рюкзачком на 20 литров, ну, собственно, с которым я сейчас так же самое здесь и путешествую. Я когда приехал к нему на остров, он такой встречает меня, ой, слушай, а где твой багаж? Типа, надо ждать или что? Я говорю, да нет, это весь мой багаж. Он такой, что, серьезно, приехал на 3 месяца с одним рюкзаком? Я говорю, ну да, ты же говорила, что могу купить. Вот, поэтому после этого случая в Карпатах с авантюристами я не боюсь забыть ничего. Вообще просто поездка была самая четкая из всех поездок в Карпаты. Обалденная, спонтанная. Вот так вот. Вообще, чем интересно, друзья, заниматься в поездках социальными танцами, вот по моему опыту лично скажу, у меня это самые классные знакомства в поездках за границу. Потому что мой английский, особенно когда я в Таиланд еще ехал первый раз, мой английский был not so good. Вот. И именно на танцах я завел своих самых классных друзей, с которыми практиковал английский, от которых я узнал очень много новых мест, куда можно поехать, что можно посмотреть, много лайфхаков по путешествиям. Так же самое и здесь, во Вьетнаме. То есть чем мне нравятся социальные танцы, один из моментов, что куда бы ты ни приехал, в любую точку мира, ты просто приходишь на вечеринку, и ты там свой. Они пьют только какие-то лайт-напитки, вот, поэтому все остаются без проблем, дружелюбные, очень весело отдыхают. Там всегда симпатичные, классные девчонки, которые танцуют, но это не главный плюс. Вообще я танцами занимаюсь, потому что я обожаю латинскую музыку. Вот. Какой еще плюс танцев? Ну, это больше уже не для путешествий, а вообще для личной жизни, для личного развития. Не просто источник классных людей и друзей, а по поводу занятий, как я вижу, с точки зрения психологии, это помогает найти мужчинам и женщинам свою роль в отношениях. То есть в социальных танцах в чем суть? Вся суть взаимодействия. Ну, естественно, веселье и взаимодействие. И у каждого своя роль. У мужчины это лидер и ведущий, у женщин роль ведомых. Вот. И танец не сложится, если кто-то будет делать не свою роль. Все как в отношениях. Один ведущий, один ведомый. Вот. И ты учишься в танце руководить, ты учишься продумывать, ну это я для мужчин говорю, ты учишься продумывать шаги наперед, думаешь, что будет дальше, думаешь, как себя вести, как двигаться так, чтобы партнерша понимала, что ты от нее хочешь. И в то же время роль партнерши расслабиться и получать удовольствие, думать, что с ней, ну пытаться почувствовать, что с ней хотят сделать, куда ее ведут, вот, и что от нее хотят. На самом деле опыт просто обалденный, потому что вот когда я начал заниматься, и были первые у начинающих уроки, я скажу, все мужчины ожидали, что женщины что-то будут делать сами, а все женщины просто делали что-то сами и вообще не понимали и не слышали, что от них хотят мужчины. Поэтому для практики вот этих качеств социальные танцы, я считаю, просто супер, топчик. Ну и найти новых друзей. Вот. В любой стране, даже если ты не говоришь на английском, слова вообще, вот, ты можешь спокойно прийти на вечеринку и знакомиться с людьми, находить друзей, ты там свой. Этим мне нравятся социальные танцы. Вот так, ребят. В общем, денек сегодня пасмурный, сегодня у нас шторм. На море волны огромадные, не знаю, наверное, по 2 метра, 2,5 метра. Серфить я, естественно, не пошел сегодня, но по прогнозу погоды завтра должен быть день просто супер. Поэтому идем серфить завтра. Сегодня у меня так, чил, бассейн, пойду в тренажерку, расслаблюсь, поработаю. А, кстати, вечером, возможно, пойду в гости. Сегодня воскресенье, так что вечером, возможно, пойдем в гости на ужин к хозяевам отеля. Вот. Покажу, как они живут. Вот, покажу, как это все происходит, потому что такое происходит часто. Они очень часто нас зовут. Вот, прикреплю видео. Я думаю, вам будет интересно посмотреть. Я уже на самом деле у них был в гостях очень много раз.
но решил с вами поделиться впечатлением и видео именно с самого первого моего визита. Хозяева сегодня пригласили на ужин. Просто так, ни в честь чего. Эй! Парни уже здесь вовсю рубятся. Вау, найс! Найс бэт. Пространство здесь 2 этажа. Эй! Круто. Guys, what you doing? Chef, two chef on kitchen. Yeah, see nice. From there and then become like that. Yeah, of course. I grew up. Master chef. I grew up in village. Spent lots of time in village, so I know how to do that. I know who is that. У хозяев 2 детей, более старшая девочка, ее зовут Ни, и мальчик, которого зовут Но. Но, конечно, выглядит полновато, но по спорту он вообще молодец. Настольный футбол разделывает всех. Классно на скейте катается, вот, и много чем увлекается, быстро схватывает. Интересно, что у них сейчас тоже дистанционное обучение онлайн, потому что школы закрыты. Но они молодцы, постоянно учатся, постоянно делают домашки, вот, всегда в учебе. Капитан Роджерс забыл здесь свой щит. Фу, уже с камерой. Welcome to the ship party. This is the first time you come to Michigan. Yes. Life is wonderful, yeah? Все, игроков уже. Варится, жарится. Mỗi người đi về không mình tự bưng ghế này. Don't forget me, don't forget me. Thiệt. Mà vô hỏi chứ, hỏi nên Thảo à. Thảo hỏi rồi, hỏi. В общем, сели кушать арбуз. Я сейчас расскажу, как азиаты и вьетнамцы едят фрукты. У них фишка, они любят сочетать они любят сочетать вкусы. То есть они едят фрукты, они макают их в соль с перцем, с чили-перцем. Все ми. Макают в соль. Немного макают в соль и едят. Типа, если ты макаешь в соль фрукт, то ты чувствуешь его сладость еще лучше. То есть он им кажется еще более сладким. Я им говорю, что в Европе это очень странно, типа. Но вот они любят такие. И у них продаются такие приправы, то есть соль, перец и иногда сахар. И вот они вот так вот макают туда фрукты и едят. Прикольно? Забыл, конечно же, я попробую. Giang phải chưa tôi nhớ chính xác hả? Перебарщивать не буду. Balance in Zing and Zang. You know Zing and Zang? Короче, Zing in the sun. Zang in Yang. Yang. It's balance. Balance the sun. Balance. Yeah, balance. The sun. salt, So your health will better. salt and sugar. В общем, я пробую. К этому надо привыкнуть. Я just need... Yeah. Вот. Yeah, this Соль one с перцем. sauce with chili. It's detox? Chili. No. Ngọt cái này ăn vô đẹp thì tóc phải không? В общем, вот так вот сделали. Đúng, thì tóc rất Соль и перец. Тоже сейчас буду пробовать.
Muối là dương, đường là âm. Поехали. Too much. Too much spicy. Переборщил с перцем. В общем, Лам говорит, что это более полезно для живота. Типа от фруктов может быть вздутие, но если ты их ешь с солью, то типа баланс и все идет на изи. Trái cây mà tính lại nó để nè. 1, 1, 2. Kìa. Tức là gia trưởng đó. Перец, перец, перец. Kia ở ngoài đó mà. Dạ. Món bắt cua cải. Вот, 1, 2, 3. Vô. 2, 3. Vô. 2, 3. Vô. Thì họ lại bị hẹp môi. Thơm quá, Họ chơi với nhau cay mà thơm. lúc nào cũng đề phòng. Mắc cười ăn thiệt. Ủa sao nhà này bán là cái món Как будто пьешь. Có như vậy không? không chứ. Tao hàng người ta đã. Hết chưa? Chỉ có khi nào mà cảm thấy nó không Я такой же в Таиланде пробовал.そうそうそうそう。